Здравствуйте, меня зовут Александр, и вы на канале DP Labs. Сегодня я вообще хотел сидеть дома, пить виски с колой, там, жарить мясо и не вот это все. Просто в предыдущем ролике я неудачно пиздал про то, что дрон летает при скорости 40 метров в секунду. По факту я не знаю, при каком максимальном ветре он летает. Я хотел сказать что-то в районе там 100 километров в час, но когда тебя вот так вот тыкают в тебя камерой и говорят, говори, говори. Сейчас мне нужно просто доказать, что этот дрон вообще хотя бы летает. Я понимаю, что доказать кому-то мы ничего не сможем, но хотя бы примерно постараемся создать условия, близкие к тому, что я наговорил в каком-то из прошлом роликов. Итак, какой у нас фронт работ в подготовке к полету? Сначала я хочу все двигатели разобрать, проверить подшипники, посмотреть, нормально ли приклеены все магниты, нет ли биения на осях двигателя и на креплениях пропеллеров. Дальше я вот нашел батарейки, они тоже старые, мне нужно будет их все подключить к заряднику и прогнать несколько циклов заряда-разряда, чтобы посмотреть, какая у них реальная емкость и в каком состоянии отдельные ячейки. Дальше мне нужно подключить к этому дрону пульт. Родной пульт, к сожалению, где-то потерялся с множеством переездов, и остался только операторский пульт. Пульт от дрона и этот пульт разных моделей, и у меня не получится соединить этот пульт с сателлитом, который установлен на дроне. Сателлит — это вот такой вот радиоприемник, который привязывается на земле к конкретному пульту и уже потом исключает возможность перехвата сигнала управления в воздухе. Самым первым делом, перед тем, как что-то вообще делать с дроном, нужно скрутить пропеллеры. Это первое правило, которое в принципе не обсуждается. Пропеллеры все равно снимать, потому что я их повесил для красоты, чисто чтобы как люстра смотрелась нормально. Я даже не уверен, что они в правильном порядке стоят. Пропеллеры я снял, сейчас я хочу открутить каждый двигатель и посмотреть на состояние подшипников, снять ротор, потыкать в каждый магнит, посмотреть, держится ли он на месте, не высох ли клей и просто провести обычную диагностику с обслуживанием. Видно, что два магнита болтаются, не знаю, что так получилось. Скорее всего, был удар пропеллером. Ну да, надо ротор поменять. Вот, у меня есть куча запасных двигателей. Ну как запасных? У меня несколько дронов, я просто их каннибализирую. Вот, так что роторов у меня довольно много еще в запасе. Так, перед тем, как устанавливать ротор обратно, я хочу смазать подшипники. Я просто вот так вот прокапаю маслом и немного покручу. Все, ставим ротор. Главное не забыть стопорное кольцо. Если не установить стопорное кольцо, тогда ротор может улететь вместе с пропеллером прямо в полете. Я такое наблюдал, благо не на своих дронах, но выглядит прикольно. Пока греется паяльник, я хочу подключить пульт и выяснить вообще, на каком питании он работает, работает ли вообще. В паяльной станции есть блок питания с возможностью регулировки вольтажа. Я сейчас подключу пульт к этому блоку питания и буду по чуть-чуть добавлять напряжение и посмотрю, на каком вольтаже он включится, чтобы, не дай бог, его не спалить, потому что пульта запасного уже нет. Ага, вот вижу, вверху 7,4. Так, вот я добавляю, тут пошел заряд. У нас, походу, да, 11,1. Ну, сделаем 10,5. Так, все понятно. У нас максимальное напряжение на пульте 11,1 вольта. Сателлит этот я подключить не могу, потому что у меня нету тут коннекторов в дроне. Потому что одно из основных правил в дроне не должно быть никаких коннекторов. Потому что любой коннектор, он окислится в самый неподходящий момент, и это будет во время полета. У меня было достаточно падений из-за окислившихся коннекторов, за всяких реле на питание и всего прочего. Короче, этот сателлит я отвожу до лучших времен. Это старый я уже отпаял от дрона. Вот он так вот выглядит. Вот. А другой я решил взять с подвеса.
который летал на этом дроне, на нем стояла камера. Вот такой вот самодельный подвес. Я отсюда снял, также выпаял сателлит, который уже привязан к этому пульту, и мне его нужно просто припаять к дрону. Пока демонтировали, отпаивали этот датчик, крутили в руках, я оторвал одну антенну. Я понимаю, что длину этой антенны нужно высчитывать там по каким-то ебаным формулам и все прочее, но я хочу использовать этот дрон в пределах прямой видимости, поэтому мне вообще плевать, какой длины будет антенна. Снимать плату управления я не хочу, поэтому я просто припаяю здесь. Сейчас нам нужно подключить аккумулятор, чтобы проверить, подключится ли сателлит к пульту. Так, единственные коннекторы, которые есть у меня на дроне, это коннекторы на аккумулятор. Во-первых, они здоровенные, во-вторых, я их регулярно каждые 10 минут при постоянном использовании дрона меняю, поэтому вариант окислиться отсутствует. Также здесь стоит коннектор с искрогасителем. Если без искрогасителя замыкать коннекторы, то коммутируются очень большие токи, так как здесь 16 конденсаторов, которые единовременно начинают заряжаться, и появляется большая искра, и коннекторы быстро изнашиваются. Сейчас нужно настроить пульт, потому что пульт использовался для управления камерой, там свои особенности. Так, левый стик вверх и влево, калибровка, да, прошла калибровка акселерометров. Так, дальше надо его запустить. Так, вроде все, заменить я заменил, двигатели все обслужил, можно ставить сверху крышку. Так, одеваем. За ненадобностью я убрал GPS-модуль, плату навигации и плата USD, которая дает такую красивую картинку поверх камеры от первого лица, там, со всякими параметрами, там, с горизонтом и все прочее. Сейчас этот дрон будет летать исключительно только в ручном управлении, что мне вполне достаточно для текущих задач. Все, мы обслуживание дрона завершили. Вот сейчас я его соберу, прикручу на место крышку и поставлю на место пропеллеры. Потом займусь пультом, это буквально, не знаю, минут 10, и мы полетаем. Так, нужно теперь подготовить пульт. Так как он использовался для управления камерой, он немного переделан. Как вообще осуществляется управление дроном? Вот, это пульт управления. Левый стик вверх-вниз – это газ, то есть управление газом. Вправо-влево – это разворот вокруг своей оси. Правый стик – это крены. То есть крен вперед, крен назад, крен вправо, крен влево. То есть все довольно элементарно. И конкретно с этим пультом засада в том, что правый стик, он сам не возвращается в центр. То есть по одной оси он возвращается, а по другой не возвращается. И для управления дроном это неудобно. То есть мне нужно будет пальцем всегда искать центральное положение. Я хочу сейчас разобрать пульт и сделать, чтобы он работал нормально. Надеюсь, получится. Так, плюс к плюсу. Минус к минус. Так. Ура, пульт работает. Все, сейчас я это все на изоленту примотаю, и можно будет ставить пропеллеры и запускать дрон. Ну все, типа пульт готов к использованию. Зато быстро. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Так, хочу немножко
подробнее рассказать про пропеллеры. Какие они вообще бывают. Вот, у меня есть буквально вот 4 вида. Первое — это обычные пропеллеры из АБС пластика. Они довольно дешевые, не знаю, по-моему, $1,5 за штуку стоят. Вот, я на них учился летать. Они дешевые, выполняют свою функцию, вот, но у них есть несколько недостатков. Вот, то есть это на 10 дюймов, это на 12 дюймов. В чем их недостаток? Во-первых, они не балансированные, то есть дают очень сильную вибрацию при работе. Балансировать их довольно сложно, потому что АБС пластик плохо убирается наждачкой. Да и смысла нету балансировать пропеллеры за $1,5. И второй существенный минус, они довольно гибкие. И при экстремальном вождении, при больших нагрузках они начинают играть. Это прям видно на замедленной съемке, если снимать. Когда пропеллер вот таким вот образом играет, это влияет на изменение вектора тяги и на точность контроля и вообще на стабильность полета. Вот. Как альтернатива таким вот пропеллерам есть карбоновые. Вот, он по весу где-то грамм на 5-7 легче, чем пропеллер из АБС пластика, вот, но он имеет абсолютно другую жесткость, то есть он вообще не гнется практически. Вот, очень хороший пропеллер, стоит, если не изменяет мне память, в районе $50 за штуку. Я использую вот такие пропеллеры на дроне. Это деревянный пропеллер. В чем его существенный плюс? Он балансирован с завода. Видимо, их на заводе сразу же балансируют, устанавливают груза, и они прям идеальны. Мы вроде все закончили. Сейчас остался финальный штрих. Это надеть пропеллеры на коптер. Чтобы правильно нацепить пропеллер, я хочу его запустить, чтобы посмотреть, в какую сторону вращаются двигатели. Потому что здесь 8 двигателей, это октокоптер, и 4 двигателя вращаются по часовой стрелке, 4 против часовой стрелки. Если пропеллер одеть неправильно, то ни хрена не получится. Так, окей, запускаю дрон. Так, по часовой стрелке. Окей. Так, нужно выставить пропеллеры вертикально. Это можно, в принципе, делать на глаз, потому что если будет небольшое отклонение вектора тяги от вертикали, ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы отклонение было стабильно. Ну все, вроде все проверил. Можно приступать к летным испытаниям. Надеюсь, ничего не загорится. Калибруем гироскопы и запускаем двигатели. От винта! Так мы летим? Летим. Вначале проверяем, правильно ли дрон реагирует на стики. Так, вперед, назад, влево, вправо. Вроде все нормально. Вроде ведет себя стабильно. Можно попробовать полетать по цеху. Так, что-то я разучился летать.